Слава Украине, привет всем от Полонского. В преддверии стамбульского вот этого триллера, то есть то ли будут переговоры, то ли не будут, а если будут, то в каком составе, если не будут, а если случатся, какие будут решения, будет ли перемирие для нас самое главное, и будет ли Россию на санкции, а нам дадут оружие, то есть тут очень много вариантов. Так вот, в преддверии этого всего, кстати, Трамп улетел только что в Саудовскую Аравию, так что он там будет недалеко, и подскочить в Стамбул ему труда не составит, лететь придется не из Штатов, если что. Кстати, он уже говорил, что хочет подъехать туда на переговор. Очень интересно, да. Так вот, в этом всем важна вот какая штука. Важно, чтобы у России не было денег на продолжение войны. И вы знаете, даже вот в сегодняшнем состоянии, в том, в котором есть Россия путинская, она уже не та. Так вот, смотрите, на сегодняшний день, что у них осталось из, скажем так, из ликвидных вещей, которые они могут продавать, чтобы получать за это валюту? Ну, это нефть, это очевидно. Это газ. Ну и прокат, металл, вот это, да. Плюс металла, это все касается еще и оборонки. И, кстати, оборонка очень долгое время тянула всю российскую экономику. И, собственно говоря, оборонка делала им проценты, вот то, что они пока показывали там рост. То есть все остальное там швах полный, рассыпается экономика. Зато оборонка растет, и вся экономика, которая находится вокруг этой самой оборонки, она тоже вроде бы на плаву, поскольку оборонки много, это чуть не 40% бюджета. Кажется, что все хорошо. Ну, у оборонки есть одна очень большая проблема. У нее есть верхний предел, выше которого она не прыгнет. И этот предел был достигнут где-то в прошлом ноябре. Потом уже все начинает постепенно. Сейчас оно замерло и с тенденцией уже лететь вниз. А что касается самого интересного момента для путинского бюджета, это нефти. Ну, тут все вообще печально. За газ даже не буду говорить, там вообще все печально. Но нефть вот эти 3 года путинцев вытягивало. И сейчас вот они к чему пришли. Смотрите, я думаю, что очень многие, еще вчера я вывешивал это видео, посмотрели видео на нашем телеграм-канале, где сгорели и завалились парочка новых нефтяных вышек в Ямало-Ненецком автономном округе. Пожар, кстати, я не знаю, на вторые сутки они его еще не потушили. Скважинам все, хана. И я сразу сказал, что, ну, может быть, конечно, это там партизаны-подпольщики сработали, но нет. Я все-таки думаю, что это дело не в этом. Дело в том, что просто в отсутствии нормального оборудования. И вот тут мы переходим к самому главному вопросу. Смотрите, вот эти 2 скважины конкретно, скорее всего, либо они использовали оборудование, не соответствующее тем задачам, которые возложены на него, либо, что скорее всего, они использовали очень старое оборудование, которое просто уже отслужило свой срок эксплуатации, а они, как говорится, давай им пиндюрить дальше, да будем бурить больше, да, к 21-му съезду КПСС или что там у них, Единая Россия и так далее. Это все вылезло боком, оборудование заскрипело, задымело, загорелось сразу на 2 вышках и в результате коллапснули. Вы видели, одна вышка завалилась. Кто не видел, ссылочка на это дело внизу в описании к данному ролику. Да, так вот, к чему они пришли? Смотрите, для того, чтобы нефтяная промышленность работала как полагается и давала какой-то прирост, нужно постоянно бурить новые скважины. А на те скважины, которые уже были, которые есть, старые скважины, на них нужно постоянно завозить новое оборудование. Почему? Потому что со временем, там, через некоторое время, у каждой скважины это по-своему, она переходит, вот нефть, которую она оттуда добывает, она переходит в разряд трудноизвлекаемой нефти. То есть сначала выкачиваются те горизонты, которые легко доступны и так далее. А потом там нефть еще есть. Но нужны специальное оборудование для того, чтобы добывать эту нефть. Просто так ее оттуда не добыть. И вот тут начинается самое интересное. Новые скважины им делать нечем, бурить нечем, потому что нет оборудования. А вот эти трудноизвлекаемые, которые у них на старых скважинах, опять-таки они ничего не могут сделать.
Потому что почему? Потому что санкции, потому что нет оборудования. Это ж, поймите правильно, это не какая-то мелочь, это не какой-то там полупроводник, да, какая-то микросхема, которая тебе нужна, ты ее заказываешь, тебе ее там покупают, грубо говоря. Ну, она только по штатам, например, рассылается, чтобы не попала в подсанкционные страны. Делается же элементарно. В Штатах сидит какой-то посредник, ему это дело прислали, он быстренько запаковал, это же мелочь, отправил на Москву, все, пошло. А вот это оборудование, это гигантское оборудование весом в десятки тонн, длиной там в 20 метров. Ну, провести его таким образом не получится. И поэтому никто и не рискует продать. Потому что если ты начнешь продавать этим вот изгоям, то, соответственно, продать на нормальном рынке ты уже ничего не сможешь. Соответственно, ты банкрот. И им никто этого не продает. Результат таков, что вот эти старые скважины тоже закрываются. А знаете, в чем прикол закрытой скважины? Больше ее возобновить уже нельзя. Нужно бурить новую, опять нечем. То есть получается у них такой вот замкнутый круг, из-за чего уже в 2024 году добыто было на 3% меньше нефти, чем в 2023. А сейчас еще оно все покатилось на низ. И вот что интересно, что вот количество вот этих вот трудноизвлекаемых слоев нефти, оно сейчас на некоторых месторождениях, точнее на некоторых регионах уже зашкаливало за 60%. То есть дальше будет только хуже. Вот эти скважины начнут закрываться, гореть, потому что оборудование ни к черту. Вот. Нефть будет дороже в себестоимости. Добывать ее будет сложнее и нечем. И вот Путин это все прекрасно знает. Путин это все прекрасно знает, да. И процент, уже убытки от этого всего дела. Мало того, что нефть летит вниз по цене, так они же еще и добывают меньше. Вот. Это надо понимать. А другого какого-то источника получения денег, валюты в таком количестве у них нет. Тем паче, что второй момент, под санкции сейчас влетят еще куча кораблей, извините, судов, кораблей военных, правильно? Вот. Еще куча судов вот этого вот серого путинского флота, так называемого, который сейчас таскает контрабандную российскую нефть. Части этих судов, кстати, будет запрещен проход через Балтийское море и Северное море. Это вообще трепендец будет. Да, вот это новая санкция это предусматривают. Вот, так что доходы от нефтянки рухнут. Это однозначно. И тут стоит вопрос, откуда деньги, Зин, на проведение боевых операций. Вот к чему мы плавно переходим. Да, вот как раз они подходят к этому моменту. Ну и тоже небольшая такая сводочка по металлургии. Чтобы вы понимали, по прокату падение в первой части 2025 года, то есть имеется в виду январь, апрель, 5% с аналогичным периодом прошлого года, да? Дальше. Сталь. Падение на 7,2%. И так далее. То есть, ну что вам сказать? Это все начало падать. Я не говорю, что... да, трубы тоже меньше. Где-то тут я сейчас просто не хочу рыться. Я думаю, вам будет скучно эти все цифры. Кстати, вот. Производство стальных труб в прошлом месяце упало на 11,6%. По сравнению с апрелем прошлого года. А за январь-апрель на 7,3%. Все падает. Все рушится. Это огромное падение на самом деле. И чем дальше, кстати, нефтяная отрасль тоже, она же тоже заказчик этих же труб, например. Чем дальше в пике будет заходить нефтяная отрасль, тем меньше будут заказывать этих самых труб. А за границу их продать нельзя, санкции. И все, и это все останавливается. Военка не может на себе беспрерывно тащить всю экономику. Вот это у них, собственно говоря, и получается. Поэтому-то Путин, на что он сейчас рассчитывает, да, на что он хотел. Задача у него была следующая. Он знает, что он еще в состоянии провести одну кампанию летнюю, неизбирательную, конечно, кампанию на фронте. Вот, то есть он хотел перейти в атаку и вот летом достичь каких-то результатов. Кстати, видите, последнее время они танки экономят, БМП экономят, то есть пустить вот все, что у него там накопилось, все, что осталось, значит, засыпать нас ракетами, тыл, а на фронте это все пустить в атаку. Потому что дальше уже все, дальше уже не будет денег на проведение вот этих наступательных операций. Соответственно, он рассчитывал где-то до начала осени, до начала дождей, вот хапнуть то, что можно хапнуть, а потом вот на этом максимуме перейти к переговорам и, соответственно, вынудить Украину признать то, что он захватит.
По всей видимости, это не получается сейчас. С этим всем у них проблемы. Вы прекрасно. Да, при этом он рассчитывал, видите, как сделать таким образом, чтобы помощь нам уменьшилась, чтобы нам не помогала ни Германия, ни Штаты. То есть перессорить всех со всеми. В результате сказать, что Украина вообще во всем виновата. Не помогайте ей, а мы тут проведем летнюю наступательную кампанию. Вот в чем был смысл. Потому что дальше уже дела не будет. Там ему надо уже точно, осенью уже точно нужно проводить какие-то переговоры. И дальше уже выскакивать из войны и ждать уже войны со следующим каким-то противником. Потому что в Украине сильно накладно. Но не получится, не получится. Может, он и перейдет в летнюю кампанию, но она для него закончится фиаско, увидите. Потому что на ослах и на танках Т-72 далеко не уедешь. А денег нет, денег ходится, но их нету. Банкрот, потому что в карманах пусто.